всем! Я отдыхаю в Турции вместе со своей подругой. Сегодня второй день отдыха у нас. Вчера рано утром мы прилетели. Прилетели мы в Аланию, и из Алании нас привезли в Кемер. Первый день всегда не знаю у кого как. У меня такой тяжелый. Из плюсов того, что было с самого начала в нашем отдыхе. Мне очень понравилось, насколько быстро мы прошли паспортный контроль по приезду, насколько быстро нам выдали чемоданы и насколько быстро мы нашли принимающую сторону и сели в автобус. А в автобусе у нас, как обычно, было несколько остановок, всех развозили по их отелям, и мы до нашего отеля ехали около 1,5 часа в Алании. В отеле мы приехали рано, 7:30, может быть, где-то так по местному. Нас не заселили, нам, как обычно, сейчас по стандартам надо заселяться в 2 часа дня. Вроде как, если есть номера, они заселяют. Кто-то говорит о том, что можно заплатить какую-то денежку и вас заселят. Но мы ничего и платить не стали. Мы сказали, а можно ли заселиться пораньше? Нам сказали нет. И поэтому мы гуляли по отелю. Пошли, сначала позавтракали, так как был завтрак. Потом чуть-чуть прошлись, посмотрели, нашли, где пляж находится. Потом вернулись в отель, лежали на лежаках возле бассейна. И потом, наконец-то... потом мы еще успели даже, естественно, в 12:30 был обед, пообедать. И только после этого в 2 часа пришли на ресепшн и заселились в номер. Сегодня у нас примерно та же самая программа. Мы встали утром, встретились с гидом, и мы взяли экскурсию в Стамбул. Я до этого отдыхала в Турции дважды, но ни разу не была в Стамбуле, поэтому мне очень хотелось побывать в Стамбуле, и я рада, что сейчас у меня будет такая возможность. И сейчас, во второй половине дня, когда уже жара основная спала, мы идем на пляж. Мы прилетели в Стамбул на экскурсию однодневную. Прилетели, значит, мы сели на автобус и по дорогам Стамбула поехали через мост, через пролив Босфор, в Голубую мечеть. Это было первое, что мы посетили. После этого мы пошли на обед, а после обеда мы сходили в собор Святой Софии. В замок Топкапы. Сейчас мы уже ожидаем нашего гида, чтобы пойти на ужин. Вот за мной, возможно, виднеется вход на базар. Нас сюда перевезли специально, потому что этот базар не для туристов, а именно для самих турков. Ну, мы здесь походили немножко, ничего сверхъестественного не нашли. Как примерно и везде, на всех базарах турецких, здесь есть сладости, чаи, керамика и тому подобные вещи. После ужина у нас будет еще поездка по проливу Босфор. На кораблике будем кататься, тоже поснимаем. Сегодня наш последний день в Турции. Мы уже ждем, когда нас заберет автобус в аэропорт. Немножко общих впечатлений про этот отдых и немножко, возможно, еще советов тем, кто не бывал в Турции. Общее впечатление хорошее. Жили мы в отеле Кемер Dream, 4-звездочный, и, на мой взгляд, он полностью оправдывает свою звездность.
хорошие номера, все в номере, что вам практически понадобится, есть. У этого отеля есть свой пляж отдельный, ну как отдельный, отдельный кусочек пляжа. Имейте в виду, что он каменистый, и многие покупают либо дома и привозят с собой, либо покупают здесь так называемые кораллки. Но мне показалось, что в них не очень удобно будет плавать, поэтому я брала себе такие носочки а-ля с прорезиненной подошвой, брала на Алиэкспрессе. Если интересно кому, могу скинуть ссылочку, что именно я брала. Но, если честно, мы часто на пляж не ходили, мы сходили буквально несколько раз, потому что как-то нас больше интересовал бассейн. В нашем отеле 2 бассейна было, грубо говоря, у 2 корпусов по бассейну по каждому. Там были также горки, на которых я пару-тройку раз прокатилась. И про поездку в Стамбул тоже хотела рассказать. Если вдруг вы соберетесь поехать на эту экскурсию, это однодневная экскурсия, хотя по сути она у вас займет, наверное, сутки. Из отеля нас забрали в 3 часа ночи. Перелет из Анталии в Стамбул очень непродолжительный, буквально около часа. Прилетаете, там собирается достаточно большая группа. У нас было, по-моему, 45 человек. Садитесь в автобус и едете к первой достопримечательности. У нас это была Голубая мечеть. Вы пока едете, вам гид будет рассказывать про город, немного про историю. И тут уже как вам повезет с гидом. Нам с гидом повезло, у нас был хороший гид, он достаточно хорошо говорил на русском языке, шутил и рассказывал интересные легенды. Вы посещаете за день Голубую мечеть, храм Святой Софии, замок называется Топкапы, у вас включен стоимость обед и ужин, и потом у вас после ужина идет обзорная экскурсия по каналу Босфор, после чего вас опять везут в аэропорт и вы летите домой. Рейс у нас был где-то на 9:30, прилетаете ближе к 11, то есть вы в отеле оказываетесь где-то ближе к часу ночи. Физически и эмоционально это достаточно сложная экскурсия, потому что много всего за один день нужно воспринять и много нужно ходить. В общем, экскурсия мне понравилась. Съездить на нее, наверное, стоит, но все-таки, говорю еще раз, она достаточно тяжелая физически, потому что практически сутки вы на нее потратите. И, естественно, она не дешевая. Мы брали экскурсию эту за $230 на одного человека. Это была единственная экскурсия, которую мы взяли за этот недельный отдых. И, в принципе, нам хватило.